Что сказала ваша команда, когда узнала, что вы заканчиваете проект, что закрываете, получается, программу? It was a general agreement that, well, we went to Discovery and simply said that we wanted to finish on a strong note. Это было, в общем, на основе общего соглашения. Мы все пришли в канал Discovery и сказали, что лучше закончить на сильной ноте. Вот это я и вчера. Он хотел знать, если, что я думаю о России. Я люблю Россию. Это прекрасная страна. Джейми, у меня к тебе два вопроса. Первый вопрос. Как ты относишься к такому человеку, как Илон Маск? I don't know how to answer that question. I've met Elon Musk. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я встретился с Илоном Маском. I think that he's quite smart and. Думаю, он что достаточно умен. I don't have any particular objection to him. I'm curious. Where is the speaker? Where's the? Кто задал вопрос? У меня нет возражений против Элона. Я здесь. Okay. And so, what is your concern about him? А что вас беспокоит по его поводу? Меня беспокоит будущее человечества. Колонизация Марс. I don't have a problem with going to Mars. У меня нет проблем с полетом на Марс. I just want to build my own rocket ship to go there. Maybe not on Elon Musk. Я хотел бы просто построить собственную ракету, собственный космический корабль, чтобы лететь на Марс. А вот есть какие-то общие проекты с ним? Not directly. I have been working on advanced battery and electric power systems development. Напрямую нет. Я занимался вопросами улучшенного качества аккумуляторными батареями и более современными энергетическими системами электропитания. And what we've been building is better than what Musk is putting in his cars. Дело в том, что Элон Маск хочет поставить более современные электропитающие и аккумулирующие устройства на собственный автомобиль. Еще вопрос? Я уже сказал, что Адам не мой друг. Джейми, были когда-нибудь ситуации, когда ваша съемочная группа, ну, в принципе, ваша группа не могла что-то сильно согласовать? Или были когда-нибудь случаи, когда вас или кого-нибудь из вашей команды ну, сильно разыгрывали? We learned a long time ago that, and this was mainly to do with Adam and I. Мы узнали это довольно давно, и это в основном связано с нашими отношениями между мной и Адамом. That pranks are a really bad idea with us. Что подшучивать, разыгрывать — это плохая идея. Because when it comes to pranking, we're like nuclear powers. Дело в том, что когда доходит до розыгрыша, мы как атомные бомбы. And so we don't prank at all because Так что мы не разыгрываем никого. Things get really bad really quickly. Потому что все может стать очень плохо, очень быстро. Спасибо большое за ответ. Okay, no. So we had this one young lady. What was your question? Девушка спрашивала. Еще раз повторите вопрос. Девушка спрашивает, часто ли Джейми бывает на такого рода мероприятиях, в какой стране ему больше всего понравилось? This is the first time that I've done an event like this in a country that I don't speak, effectively don't speak the language.
Это первый раз я попал в страну, где на самом деле я по-настоящему на языке страны говорю. But I've done speaking engagements like this maybe 300 to 400 times at this point. Но к данному моменту, наверное, у меня были похожие мероприятия, приглашения на такие мероприятия 300 или 400 раз. And I've done it in Australia and Canada and New Zealand as well as the United States. Я делал это в Австралии, в Канаде, в Новой Зеландии и в Соединенных Штатах. The largest number of people that I've been in front of was 125,000. Самая большая толпа, которая собралась в Торонто, 125 тысяч. And that was in Washington at what was called a rally for reason. А в Вашингтоне это было ралли по причине. And we wanted to see, among other things, if we could create an earthquake by having them all jump at once. Тогда мы попытались поставить эксперимент, что можно попытаться создать землетрясение, если все одновременно подпрыгнут. And to put that in perspective, 125,000 people lined up, like, off into the distance. We couldn't see the end of them. Они расположились в виде такой полосы, такой шеренги, что конца мы даже не могли видеть. So getting them all jumping at once was quite the thing. Так что довольно сложно было заставить их прыгнуть один раз вместе. Did we get an earthquake? Yeah. Вопрос был, было у нас землетрясение? Нет. Джейми, я хотела спросить вот что. Здесь находится очень много людей, они все увлечены наукой, как я понимаю. Там работает целый шатер по разоблачению мифов, собственно говоря. Но и вы не сказали одной важной вещи. Почему в наше время разрушители мифов не зашли бы? Это очень странно. One of the things that I dislike most about working with the media И одна из вещей, которая мне нравится, работая со средствами массовой информации, is that they're, at least in our country, they're motivated entirely by the ratings. Дело в том, что в нашей стране, по крайней мере, они все эти СМИ мотивированы рейтингами. And so when you think about a business that is motivated by the ratings, Если подумаете про бизнес, который мотивируется рейтингом, and you told them that you wanted to produce a show about science and engineering, если вы сказали, что вы хотите создать шоу, посвященное науке и инжинирингу, and that you thought, well, basically they would just laugh at you now. они, в общем, сейчас бы смеялись над вами. Because the idea that it might actually be popular would seem to be ridiculous to them. Потому что идея, которая, по вашему мнению, могла показаться популярной, для них была бы смешной. Basically, we managed somehow to sneak that by them. Так что мы, по сути, смогли их обойти. Long enough in the very beginning for the show to become popular. И мы сделали это давно, и шоу стало популярным. Then they just let it continue on its way because it's popular. Ну и они позволили нам впоследствии продолжать делать наше шоу, потому что оно оказалось популярным. We've tried to produce additional shows since that time. С тех пор мы пытались произвести дополнительные шоу, that are as intelligent and creative as the one that we did before. Которые интеллектуальные и разумные, интересные, похожи на то, которое мы делали раньше. But we simply got no support. Но мы просто не получили никакой поддержки. Нам обратились бы, получили. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что у вас плохие отношения с Адамом, но как вы работаете с младшими разрушителями? И второй вопрос. Почему вы сегодня не в своей фирменной белой рубашке? We actually worked quite well with the other Mythbusters. I presume you're referring to Cary Grant and Tori. Мы работали с другими разрушителями легенд. Вы Гранта имеете в виду, наверное. They're good friends of ours. Они наши хорошие друзья. But it kind of points out the value of the relationship that Adam and I have. And Но дело в том, что ценность отношений, которые существуют между мной и Адамом, in the way that it was turbulent. По сути, это были турбулентные отношения. That it was a kind of a stronger, center for the program. Это было силой, это было в центре программы. So, it's not necessary that
it's not like that's the only way to do it. Дело в том, что это не единственный способ, как это можно сделать. But it seemed to work, and но это кажется, что это срабатывает. And you know, the other group they were basically friends. All of these people were my employees at some point. Дело в том, что все те люди, которые делают новые проекты, они в какой-то момент времени были моими сотрудниками. And we brought them in to help be able to deal with the volume of material that we wanted to put on the show. Дело в том, что мы помогли им научиться справляться с теми объемами работы, которые мы использовали для нашего шоу. As to your second question, и второй вопрос был. Why didn't I wear the white shirt? Да. Yeah. Да. Почему я не ношу белую рубашку? That was basically in the beginning. The first cameraman that we had. Дело в том, что первый кинооператор, который нас снимал, told us that we should get in the habit of picking one thing to wear. Он сказал, что нужно выбрать какую-то одну вещь, которую надо одевать. And wear that all the time because it would make it easier to edit the program. И носить эту вещь все время во время всех съемок, потому что проще потом производить видеомонтаж. So that if we had to pick up another shot later on, потому что если бы нам пришлось поменять рубашку, I wouldn't have to go home to get, you know, the same clothing to wear. I just always wore the same thing. Дело в том, что так было проще носить одну вещь и иметь на смену. And I asked my wife what she thought that I should, you know, pick to wear, and she. Я спросил своей жены, как ты считаешь, что мне следует выбрать, чтобы одевать на съемки? She said she thought I looked nice in a white shirt. Она сказала, что я приятно выгляжу в белой рубашке. So I picked that, but что я ее выбрал. Given that half of my job involved crawling around underneath automobiles and in the dirt. Дело в том, что большая часть моей жизни это все время ползание под автомобилями. It was a pain in the ass. Это действительно боль была. В одном месте. And so I don't wear it unless I have to. Так что я не ношу эту белую рубашку, кроме тех случаев, когда это обязательно. Thanks, your best. Здравствуйте, Джейми. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то изобретение, прием или там механизм, который был изобретен именно для вашего шоу, но вошел в вашу повседневную жизнь, не связанную с работой? То есть как, ну не знаю, тостер, что-то в этом духе. Хороший вопрос. Yes, there's one interesting thing, and it's very simple. Да, есть одна очень интересная вещь, она очень простая. It's called butyl. Называется bugle. Yeah, and it's the material that seals windshields on cars. Это специальный материал, который залечивает трещины на ветровом стекле автомобиля. It's black and it's very sticky. Он черного цвета и очень липкий. And so, all these times that we were doing things like crashing automobiles. Так что всякий раз, когда мы разбивали автомобили. And you know, things like that. И подобные вещи. We had to have cameras in the automobiles. У нас в автомобилях устанавливались телекамеры. You know, on top and in front and on the side and inside. И внутри, и сверху, и спереди, и сбоку, и сзади. And so we would make balls of this black sticky material. Так что мы делали шарики из этого черного липкого материала. And push it into the dash of a car and stick a GoPro on it. Так что мы, по сути, использовали его как замазку на приборном щитке автомобиля. So it actually is a very fast and very effective way of getting the shots that we need. Так что это помогало нам очень быстро производить съемку. But unfortunately, whenever we're done with a car, it's kind of nasty inside. Но после того, как съемка заканчивалась, очень неприятно было смотреть, что происходит внутри автомобиля. Because there's this black sticky stuff everywhere. Потому что, да, не только на приборном щитке, а во всех местах, где приклеивались камеры, были следы вот этого клейкого вещества. Don't buy a used car from us. Так что от нас подержанный автомобиль не покупайте.